Всем привет! Сегодня займемся восполнением такой серьезной утраты, как вот этот вот штукатурный угол у меня над головой. Вначале казалось, что этот угол, он как бы будет, что кто смотрит с самого начала, здесь он был, и казалось, что он там и останется. Но нет, при ближайшем рассмотрении, когда я начал подтягивать саморезами, расшивать трещины, вот эта часть, она вывалилась. И сейчас будем восстанавливать такую вот крупную утрату. Естественно, вот природа вот этих двух кусочков, да, а я их оставил намеренно. То есть они на своем месте. Это части этого же карниза. Видно, что они более светлые. Почему? Потому что мы их не грунтовали. Потому что вот этих два кусочка являются временными маяками. В чем и фишка сегодняшнего ролика. Вот работа таким способом. Если бы их выкинуть, у нас получается вот с этой стороны больше, наверное, 2 метров, либо около того. Одним правилом вытянуть вот эту плоскость будет очень и очень сложно. Поэтому оставлены вот эти временные маяки. Мы наберем карниз вот здесь, вытащим, удалим маяк и сведем его. И еще мы попробуем в работе вот эти вот такие правила, угловые правила. Не знаю, как это правильно называется, но вот такие. Правила для разделки углов. Применять будем вот там, в углу. Для начала про вот эти вот маяки. Они отличаются по цвету, эти маяки, потому что они не прогрунтованы. Это специально. Мы сейчас здесь доберем как-то хотя бы создадим плоскости, а их выкинем и сразу же заделаем. Это понятно. Но здесь, вот здесь, если посмотреть вблизи, вот здесь я специально отрезал вот этот маяк от живого, от тела карниза. Я его отрезал. И здесь прогрунтовано. Больше нигде не прогрунтовано. Вот оно сыпется все тут. Вот. Я думаю, это понятно, чтобы потом с легкостью изъять, чтобы к нему не залипло там сильно. Ну и сейчас помаленьку начнем работу. А попадать надо? Попадать? Раствором попадать надо. Куда-нибудь. В потолок, например. Так, ну чего, подрезаем, потому что ведерко у нас закончилось, первое раствора. И надо вот этот, с первого ведра раствор, надо его снять и замазать обратно, чтобы не смешивать старый раствор и новый раствор. Опа. Этот старый раствор уже привстал так чутка. Вот. И поэтому его нежелательно смешивать с новым раствором. А тут излом получается. Давайте побрызгаем. Ты меня забрызгиваешь. Вот. Вот чего. Эта часть нормально, а вот здесь не очень-то нормально. Вот там в углу. Здесь вроде нормально получилось.
плоскости, а угол не сходится, потому что он, карниз где-то выкривляется, и вот этот угол уже будем сводить отдельно. Здесь считаем, как бы крылья этого угла хорошие уже. Но надо скидывать раствор куда-то в другое место, потому что он уже сложный будет работать. Надо уже новый раствор. Дать этому привстать чуть-чуть и сразу же новым мягким раствором работать. Уже как бы подрабатывать. Сначала работали, а теперь будем подрабатывать. Подрабатывать, да. Все, выкручиваем маяки. О! Большой барабум. И все сломалось. Поймала. Так ты же хотел это самое. Хотел по бокам. Может, так будет лучше. Ну да, смачиваем. Грунтовать ее не грунтуем, но смачиваем. Как ты загрунтуешь? Это бессмысленно сейчас грунтовать. Мокрая отваливается. Ой-ой-ой, все отваливается и летит. Грязь летит. Там ты такие длинные накрутила. Непонятные длинные. Кидай. Ама! Вот. Ты слишком домачиваешься, слишком мокро. Все вываливается. Ой, раствор был жиденький, а теперь уже не очень жиденький. Ладно, продолжаем играться. Игрушечки. Пускай побольше будет. Всё, доводим уже до ума. Ну вот.
Чик. Ну что, чуть-чуть нам не хватило сил, чуть-чуть нам не хватило сил, уже 9 часов, мы уже сейчас пойдем домой. Вот, 1,5 часика еще, но нет, неа. Мы сделали этот угол, классный угол получился. Как по мне классный, может кому-то он вообще не классный. Вот такой вот угол. Угол мы делали полдня. А полдня мы здесь натягивали сову на глобус просто, потому что все эти плоскости, абсолютно все существующие до новой штукатурки, старые плоскости, новые плоскости, это все не пересекающиеся плоскости. И поэтому мы здесь как-то попытались это свести, потому что это самая видовая такая зона, и она самая видная. Не знаю, правильно я ли употребил слово видовая, но в общем вот. И мы свели, наконец-то, свели вот эту вот часть. Да. Вот такой вот результат нашего сегодняшнего 84-го рабочего дня. Чуть-чуть не хватило времени. Скорее всего, в этом году мы уже не увидимся с вами, потому как здесь нет радиаторов. Ну, понятно, мы в верхней одежде. Радиаторы застряли и уже больше месяца просрочены. Нет радиаторов, значит, это сохнет медленно. Как и говорил раньше, в тех комнатах предыдущих высохло только поверхностно. В массе штукатурка мокрая. Ну, после Нового года будем продолжать работу, скорее всего. Ну и поздравляем вас, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем всего хорошего. До свидания. Пока-пока. Всего доброго.